Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что же нельзя рассказывать о деньгах, которые вы зарабатываете, которые у вас появляются из дополнительных источников. Иначе в вашей жизни никогда не будет денег. Хоть вы работаете на 10 работах, хоть вы прыгаете выше своей головы. И давайте поговорим о том, проведем вам одну простую практику, что делать, если вы случайно рассказали о своих деньгах. Вы знаете, очень важная информация, поэтому обязательно не только посмотрите это видео от начала до конца, но и поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео действительно будет полезно и важно, и вы знаете, что есть люди, которые грешат и любят рассказать об этом. Давайте теперь далее все более подробно. Вы помните о том, что деньги в первую очередь это не бумажки, не банкноты, не купюры, не монеты, как многие думают, а деньги это денежная энергия. И дело в том, что нужно с ней находиться в постоянном контакте. Многие думают о том, что деньги это плохо. Пока вы думаете, и у вас такая заложена программа, знаете, у вас также никогда не будет денег. Дело в том, что вам кто-то когда-то навязал, или вы увидели какую-то картинку в своей жизни, вы набрали этого негативного опыта и теперь транслируете это в мир, во Вселенную. Вселенная, слыша ваш запрос, она также самое вам это отправляет и говорит о том, что да, для вас деньги это плохо, это негатив, это разрушение. И действительно бывают такие случаи, что у человека появляются деньги, и они несут ему боль, разрушение, какие-то постоянные проблемы, начиная от здоровья и заканчивая отношениями. Поэтому вы должны научиться понимать и осознавать, что денежная энергия это неплохо. Все зависит от того, что вы транслируете в этот мир. Если ваша знакомая зарабатывает деньги нечестным путем, неправильным путем, это ее право и ее дело. Она выбрала вот такой свой путь. Вы выбрали другой путь, и он не есть хороший или плохой. Это ваши принципы, это ваше понимание той или иной ситуации. Это то, что вам, знаете, как дали ваши родители, ваш род. Поэтому никогда не обижайтесь, не думайте о том, что вот другие могут зарабатывать, а я не могу. Как только вы поменяете у себя в голове негатив и начнете созидать, начнете созерцать, вот поверьте, в вашей жизни обязательно появятся деньги. Но вы также должны понимать и то, что когда вы говорите о деньгах, это должно быть все искренне. Вы должны понимать и то, что человек, который может заниматься своим делом, он также может хорошо зарабатывать, путешествовать, иметь недвижимость, автомобили, покупать себе самые дорогие курсы, тренинги и так далее. Но это все в вашей голове. Если вы готовы ныть и говорить, что деньги это плохо, или я живу на одну пенсию, знаете, вы уже себя ограничили. Вы транслируете, что действительно вы живете на одну пенсию, и вы не готовы выбраться из этого. А если вы начнете говорить, что вы получаете не помощь, не пенсию, например, вы уже скажете, что вы получаете финансовую помощь от государства, вы уже перепрограммируете определенные моменты в своей жизни. Давайте еще вернемся к деньгам. Очень часто люди, даже когда встречаются с незнакомыми людьми, со знакомыми, с близкими родственниками, с соседями, и у многих людей очень важный вопрос. Как ты зарабатываешь деньги? Сколько ты получаешь денег? И многие люди боятся обидеть другого человека и начинают рассказывать: ой, а ты знаешь, я работаю там-то, такой-то должности, у меня такой хороший руководитель, я столько-то зарабатываю, у меня социальные гарантии и так далее, и так далее. А другой человек это все слыша и думает о том: так, а почему я это не имею, а почему я не на его месте? То человек начинает создавать определенную программу и вибрации. И в какой-то момент вы сказали
А другой человек, имея более сильную энергетику в этот момент во время разговора, это перебрал, забрал у вас на себя. И у него складывается у человека совсем по-другому жизнь. А вы, наоборот, катитесь назад. Поэтому помните о том, что ваш язык – это ваш враг. И недаром есть эта поговорка, что ваш язык – ваш враг, и нужно всегда держать язык за зубами. Старайтесь вообще никогда никому не рассказывать, сколько вы зарабатываете, даже своей родной сестре или маме. Почему? Потому что очень часто бывает так, что близкие родные начинают видеть, она больше зарабатывает, у него бизнес получается, значит, пора делиться, значит, можно позвонить, поплакаться и попросить деньги. Хотя полгода или год назад, например, родители, имея много имущества, говорили о том, что нам семья сына неинтересна, они бедные, они несчастные. Вспоминайте, у многих людей такие ситуации. Хотя квадратура позволяла в доме жить двум семьям, при этом не зависеть друг от друга. Но старшее поколение решило поиздеваться, потому что что-то им не понравилось. И проходит полгода-год, молодая семья поднимается, занимается бизнесом, развивается, а у других старшее поколение начинают грызть когти, потому что им это не нравится. Как это так? Их выгнали, они должны быть в нищете, плакаться, ходить, реветь. А нет, они подняли головы и добились еще каких-то высот, добились чего-то. Понимаете? И у других людей проявляется эта зависть, это вот злость, вот эти вот негативные вибрации. Поэтому вы должны научить себя все, что касается денег, все, что касается имущества, все, что касается каких-то дорогих покупок, не стоит рассказывать. Вот даже самое интересное, очень часто бывает так, приходишь к человеку на новоселье, человек начинает рассказывать, я эту купила стиральную машину за столько-то, холодильник я купила самый дорогой, вот он столько-то стоит, а вот эту мебель я купила в каком-то там дорогом салоне и так далее. Зачем вы рассказываете? Неужели другим людям это интересно? Даже когда они спрашивают, слушай, а за сколько ты это купила, скажите, вот ты знаешь, я вот не помню за сколько, но ты знаешь, скидки были достаточно хорошие, мы как-то так вот попали прямо вот. Когда вы научитесь так говорить, то есть вы человеку вроде как показали, но не рассказали, и это очень здорово. Кроме того, не давайте людям повода говорить о вас, потому что сплетни, вы сами знаете, они рождаются просто-навсего из воздуха. И эти сплетни, они, как правильно, отправляются и к вам. Даже, возможно, ваша знакомая, которой вы рассказали какие-то факты касательно своего заработка, она поделилась со своей какой-то там третьей знакомой, которая вас вообще не знает. Но у той знакомой появилась какая-то идея X, и она вам отправила ваш адрес, не зная ваш, отправила негативный посыл. И уже в вашей жизни начинают происходить не очень хорошие события. Поэтому все, что касается денег, имущества, отношений, не стоит ни с кем делиться и рассказывать, потому что это в один момент, к сожалению, приводит к очень плохим последствиям. Кроме того, есть еще 3 важных фактора, которые о ваших деньгах не должен знать никто. Потому что когда другие люди знают об этом, значит, вы становитесь уязвимы. Значит, ваш адрес могут отправлять негативные энергии. Ваш адрес могут отправлять негармоничные энергии. И все это начинает на вас влиять, на вашу семью. Кроме того, ни с того ни с сего в вашей жизни начинаются появляться долги. И это, опять же, когда вы запомните, когда вы что-то берете в долг, в кредит, вы тем самым уводите, забираете у себя денежную энергию. Запомните одно простое правило. Когда вы берете в долг, вне зависимости в финансовом учреждении, у физического лица, запомните, вы
берете чужие деньги, а отдаете свои деньги. Запомните это правило. И вот недаром, почему многие люди говорят, а почему мне сложно вернуть долг, вот почему мне сложно, вот легко взять деньги, а потому что вы легко берете чужие деньги, а вот энергетически вам в первую очередь сложно отдать свои деньги за тот долг, который вы взяли, поэтому вы должны об этом понимать. Кроме того, когда вы обсуждаете с кем-либо свой доход, уровень своей жизни, всегда появляются дополнительные уши, которые слышат это все и начинают тянуть у вас энергетические деньги, при этом в первую очередь. Кроме того, научитесь, если вы любите дорогие вещи, брендовые вещи, это нормально все, но не стоит из этого делать показуху. Почему? Потому что, опять же, разные люди отправляют разные посылы в ваш адрес. И, как правило, есть в вашем окружении человек, который имеет очень сильные разрушительные энергии, которые будут очень сильно влиять на вас. Итак, каких 3 фактах ни в коем случае вам нельзя рассказывать никому? Максимум, кто должен знать, ваш муж, ваша жена и, например, дети, если они взрослые и вы живете вместе. Во всех остальных случаях это никого не должно касаться. Итак, первое, точные цифры о ваших доходах, при этом всех ваши доходы и точные цифры о ваших расходах. Это никто не должен знать. Кроме того, когда вы тратите деньги и когда вы что-либо получаете за свою работу и так далее, всегда получайте квитанции и чеки. Никогда на кассе не оставляйте эти квитанции. Это очень важно, потому что когда многие люди делают очень большую ошибку. Они рассчитываются на кассе, они рассчитываются банковской карточкой, но квитанцию, чек никогда не берут. А зачем это мне? Ну я же рассчитался, у меня же списали с банковской карты деньги. А вы допускаете большую ошибку. Почему? Потому что вы таким образом вы не даете возвращаться вашим деньгам. Вы перекрываете, вы оставляете на кассе того или иного магазина. Следующий факт, о котором никто не должен знать в вашей жизни, о ваших желаниях, именно о ваших денежных желаниях. Потому что, когда вы, например, говорите, что я в следующем месяце отправлюсь в какую-то экзотическую страну, всей семьей, и мы уже оплатили путевку, и эта путевка стоит столько-то денег, и в этой путевке будет то-то и то-то, и так далее, и так далее. Обращаем ваше внимание, ваша путевка не состоится, ваш отдых не пройдет, потому что или кто-то заболеет, и случится какая-то неприятность, какая-то беда, и так далее, и так далее. Поэтому отправляйтесь в путешествие, вы уже купили, слава богу, не стоит всем об этом рассказывать. Если вы работаете на работе, вы должны все сделать правильно юридически, да, написать заявление на отпуск, там очередной отпуск, у кого как в компаниях по инструкциям должно быть. Но это юридическая работа, там никто не говорит о том, что я уже купила себе путевку и мне надо отправиться в отпуск, правильно? Правильно. Или, например, вы собираете деньги на машину или на квартиру или на какое-то обучение дорогое, у каждого это будет свое. И многие любят хвастаться, ой, ты знаешь, у меня осталось вот немножечко, буквально там, допустим, 1000 каких-то условных единиц. И все, вы сбили, у вас начинают появляться какие-то проблемы, и вы начинаете, вроде бы вы собрали небольшую сумму денег, но появляются какие-то дополнительные ситуации, и у вас эти деньги постоянно забираются. Надо ли вам такое? Точно нет. Поэтому ваш язык, ваш враг. Недаром наши предки об этом говорили. И последнее правило, которое вы должны всегда помнить, выполнять и не игнорировать, это то, что те деньги, которые есть у вас дома, в кошельке, на банковской карте, в банковском сейфе, возможно, вы у кого-то где-то дома, на работе храните и так далее, никто не должен знать. То есть вообще старайтесь никогда никому не говорить о том, где у вас деньги, в каком количестве, сколько вы носите в кошельке денег и так далее, и так далее. Да, эта информация важная для вас, но она должна остаться в вашей голове. Максимум ваша муж и жена, если вы живете с родителем, то ваши родители, да, если вы живете с детьми, то с детьми. Но опять же, если это маленькие дети, вы понимаете, прекрасно говорить тут не стоит. Потому что когда вы начинаете транслировать во внешний мир все, что связано с деньгами, с вашими деньгами, вы тем самым
ослабляете свою денежную энергию. Другие люди начинают это чувствовать и присасываются к вам, как, знаете, на энергетическом плане такие вот присосочки появляются. И они, вот представьте себе, вы хорошо зарабатываете. И представьте, в вашем окружении есть 30 знакомых. И вот каждый знакомый, он присосется к вам. Вы можете почувствовать большие убытки, да, а они каждый по чуть-чуть почувствует условно у себя какой-то приток к ним денег. При этом это может, кто-то найдет деньги, кто-то выиграет в лотерею, кому-то премию дадут и так далее, а вы начнете терять деньги. Поэтому помните о том, что вы должны научиться любить себя и любить денежную энергию. Это очень сложно этому научиться, потому что мы с вами все дети, да, из Советского Союза, мы все славяне, и мы все привыкли друг друга рассказывать, что, где, когда и так далее. Вы должны понимать, что от этого нужно отучаться, потому что это несет только негатив, только убытки именно вам. Не другим людям, а именно вам. Ну а что же делать, если вы взяли и рассказали какую-то такую информацию о ваших деньгах? Тогда вам нужно срочно произнести следующие слова защиты для того, чтобы перекрыть и не пропускать денежную энергию из своего информационного поля. И кроме того, эти слова еще могут и усилить вашу денежную энергию многократно. Итак, друзья, что же это за слова? Записывайте. Очень хорошо, если вы напишите сейчас прямо их в комментариях. Они звучат следующим образом. Все мое при мне. Вселенная меня, называйте имя, оберегает, мой язык закрывает, дорогу деньгам открывает. Истинно да будет так. И все, эти слова, они усилят денежную энергию к вам. Девочки и мальчики, мы надеемся, это была очень важная ценная информация, поэтому прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Девочки и мальчики, кто спрашивал касательно того, как помочь нам, как оказать финансовую поддержку нашей команде, нашему каналу, в описании к этому видео, друзья, вы можете донатить. Прямо так и написано. Благодарность можно выразить по ссылке «Донат». Просто нажимаете на ссылку и переводите сумму, какую вы желаете. Даже если пару будет копеек, это нам тоже будет, друзья, приятно. Потому что мы делаем работу, и, знаете, вот каждый один напишет лайк, один напишет добрые слова, один денежку. И вы знаете, это все вместе, это достаточно сильная энергия, и мы ее вам также отправляем. И когда это в балансе, то, соответственно, все мы с вами и живем в изобилии, в достатке и благополучии. Друзья, а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.